Часто, пробираясь к новому месту поисков, я думаю, интересно, а что будет на этот раз? Получится ли найти хорошее место и что в итоге удастся откопать? Бывает, что сама природа своими звуками и состоянием как бы настраивает на предвкушение приятных открытий. Вот как этот лес, кстати. Сегодня предчувствие говорит мне, что этот день точно будет удача. Что ж, в конце дня увидим. То, что сам процесс будет интересным, так это 100%. Сейчас буду искать на новом месте, но оно не очень далеко от предыдущего. Прошло, правда, уже почти месяц времени с прошлого раза. Ну вот как вырвался, так и поехал. Где-то вон там. Ну, слушайте, там опять какие-то охотники. Ох. Рядом с этим местом течет очень красивая речка, по берегам которой жили люди. Судя по находкам, которые мне здесь были в прошлый раз, они жили здесь даже тысячи лет назад. На канале есть даже видео об этом. Если не смотрели, то гляньте. Но здесь уже слышно довольно много мелких сигналов железных. А это может быть признаком, что здесь был дом. Даже вот, ну да, он какая-то впадина или яма. Хм. Ну, вот тут сигнал какой-то есть уже. Уже цветной. Неплохой, кстати. 79-80. Сигнал довольно неглубоко. Но выковырить его здесь не так просто. О, где-то здесь. Может, это... Хм. О, это у нас что такое? Пуговка. Здоровая, слушайте. О, там, кажется, что-то есть. И ухо на месте. Здоровая пуговица и с каким-то рисуночком. Ого-го. Ух ты, слушайте-ка. А чё? Хм. Кажется, я там вижу герб. Сейчас почистим, посмотрим. Вот это да. О, друзья, гляньте, какой тут герб классный. Просто шикарно выглядит. Смотрите-ка. Толстая такая пуговица. Тут орел. Справа поле с точками. Сверху корона. Что-то мне напоминает. На прусский немного похож. Хотя Пруссии вроде отличается. Ну, орел точно не польский, так что интересно, что это такое. Ну и не чешская. Что же это у нас такое интересно? Может, герцогство какое-то? Не знаю, ну гляньте, сохранчик-то какой у нее. Лесной. Каждый элемент видно. Первый сигнал хороший, и сразу такая красота.
Блин, какая классная находка. Офигеть вообще. Следующий сигнальчик. Ну, прям скажем, не цветной, но довольно уверенный. Я уверен. Думаю, что это железо. Но может быть что-то интересное. Ага. О! Что я говорил? Хо-хо. Ой. Сначала я подумал, что это молоток. Или кувалда. А это у нас какая-то загадочная гравицапа. Ну, кто знает, что это такое у нас, пишите, от чего отвалилось. Слыхали? Но тоже что-то есть, но похоже металл опять черный. А тут у нас сигнальчик 75. Довольно четкий. Да чё ж неудобно здесь копать этой лопатой, конечно, не лучший выбор для леса. Вообще у меня 4 штуки разных лопат. Но вот сюда получилось взять только эту. Теперь приходится мучиться. Что поделаешь. Зато легкая и в рюкзак помещается. Но придется ножиком поковырять. Там, где лопата не справляется. Столько тут корней. Плотно. Какой-то то ли торф, то ли... В общем, лесная почва с корнями. Что-то там есть. Что-то маленькое. О! А вот оно. Хе-хе-хе. Что-то маленькое и кругленькое. Все как мы любим. Но монетка. О! Слушайте-ка, она поблескивает. Интересненько, что это у нас тут такое? О, ребята, смотрите-ка. И девчата. Да у нас тут немцы. Да еще и с колосьями. О, гляньте, 33-й год. С колосьями пшеницы. Это у нас немецкие Deutsches Reich. Рентенфених у нас выпал. Слушайте-ка, недавно нашел 2 таких. Ну и, конечно, старинные свинцовые пули. Куда без них?
Интересно. Тут сигнал из той же самой ямки. Решил проверить перед тем, как закапывать, и нате вам. Причем неплохой. 90-92. Такой точно надо проверить. Но... Что-то у нас тут какой-то кусок непонятный. Странно, такой сигнал был хороший. Хотя... Может... Ну, слушайте-ка. Тут что-то просматривается. Может, это и не мусор? О, смотрите-ка. И на что же... Ой. И на что же это нам похоже, а? Смотрите-ка, металлопластика какая-то, часть украшения. Или какого-то оклада. Или накладки на мебель. Угу, интересно. Ну надо же, друзья, вот видите как. Похоже, вот здесь был дом, и как раз здесь деревья попадали. Ну вот здесь, кстати, из этого выворотня у меня хороший сигнальчик бьет. Где это он? О, слышите-ка. 85, 87. Сейчас мы его проверим. Даже не сомневайтесь. Ну, о, друзья. Ой, зелененькое что-то у нас. О, так, так, так. А вот это уже что-то поинтереснее. О, гляньте-ка, здесь у нас портретик. Что-то тут... О, слушайте-ка, ребята. Так это у нас серебро. Точно. О, Зильбер Грошен. 1800 какой-то год у нас. Вот это да. Кусочек талера у нас поднялся. И кто бы мог подумать. Поразительно. 1820 какой-то. Значит, здесь у нас король. И король это у нас Фридрих III. Если я правильно смог прочитать. Вот это да. Слушайте, ну неожиданно. Другой период совсем. Но это отличный признак. Ща мы тут попылесосим посерьезнее это место. Ну что, первое есть. Круто, блин, вообще, слушайте.
72. 65, 72. О, Что-то интересное. Может быть, интересной находкой. Давайте посмотрим. Смотрите-ка. Во. Это у нас какое-то украшение. О. Сережка, что ли? Хотя, слушайте, по-моему, этот предмет мне больше напоминает мужское украшение. Может, это запонка? Похоже? О. Ну или что-то подобное. Вот у нас очередная находочка. Какой-то древний артефакт. Точнее, обломок. О! Неплохой сигнальчик. Думаю, точно будем копать. 84-85. На Деусе это может быть все, что угодно. В пределах разумного, конечно. Точно что-то цветное. Сейчас мы уже там копнем, да. Ну, довольно неглубоко лежит, так что и особо и копать нет смысла. Можно в таких случаях пином проверить быстренько. Вдруг... Ну, что-то ж есть. Опа! Но, кругляшочек. Что-то там просматривается интересное. Смотрите-ка, друзья. Да у нас же здесь герб. Похоже, как был на той пуговке в начале. Хотя орел здесь целый, с двумя крылышками. А вот корона сверху такая же. Гляньте. О, один пфенинг. 1865 год. Буковка А. Стало быть, в Берлине. Отчеканено. Слушайте, ну сохранчик вообще ничего. Может, серебро? Хотя... Не, все же, наверное, на медь больше похоже, но для меди сохран просто бомбический. Вот что значит лес, песочек и никакой химии в почве. Только посмотрите. О, и цифра 360. О, гляньте-ка, у нас тут уже кухонная утварь пошла. Похоже, здесь точно жили. Ложечка-то, смотрите-ка. Не пролетарская, красивая, с узорчиком.
Жаль, не целая. Обидно всегда ложки поднимать. Чаще всего они и вилки тоже выпадают вот такие. Загнутые, сломанные. Но признак отличный. Вон, видите, какой на ней узорчик. Еще показалось сначала, что серебряная. Наверное, медь. Точно здесь был дом. Точно. Чую, будут еще находочки. А вот пуговка вполне себе пролетарская выпала. Так, а здесь у нас сигнал 82-83. Но довольно сильный. Ну да, будем сейчас копать обязательно. Хотя сомнения у меня берут, что это может быть что-то хорошее. И я уже говорил, что с этой лопатой, конечно, не особо удобно копать. Вот, кстати, сейчас чуть не наступил на штангу Деуса. Между прочим, разочек у меня уже такое было. Но она, на удивление, выдержала. Хотя так лежала на кочках. Но здесь земля, конечно, какой-то полуторф с корнями. Рыться. Эх. Но сейчас посмотрим. Да, столько усилий ради какого-нибудь куска металла. Ну что поделаешь? Такова философия копа, как говорится. Ну, что я говорил? Фигня, блин, какая-то. Но, слушайте, а может... Ух ты, ё-моё! Ребята, смотрите-ка, что здесь у нас? Офигеть! Это не кусок металла. Тут у нас, я смотрю, по-моему, распятие. Ну да. Покореженное, конечно. Без руки и без ног, но тем не менее. Да, это Иисус. Jezus Maria. Jak mówią w Polsce. Бедный, конечно. Кто над ним так поиздевался? Вряд ли время. Может, в пожар попал, может, еще куда, не знаю. Но изуродовало его страшно, конечно. Но с другой стороны, находка интересная. Мне такие всегда интереснее находить. Но я не совсем уверен, что я должен делать с этой находкой. Хо-хо-хо-хо. Да, стоять под такой сухой сосной не очень-то безопасно. А я тут хожу, копаю. Место просто офигенное. А здесь вот кого-то, кажется, съели. Остались рожки до ножки.
Сигнал, похоже, прямо на поверхности. Придется снова ножиком ковырять, похоже. Место такое. Странно, что-то я ничего не вижу. Что-то очень мелкое. О, ё-моё. Гляньте, что выпало. Колечко с загадочными цифрами и письменами. ПЛ-11. Кто знает, что это мы такое выкопали? Ваше мнение? Нет, ну я-то знаю, конечно. Номерок на лапку какой-нибудь птички. Я решил проверить вокруг этого дерева. И с другой стороны выпал еще сигнал. Сначала думал, какой-то мусор железный или медный. А теперь смотрю. Гляньте, что у нас тут, а? Ого! Вот это да, слушайте. О, видите, там какой-то узор. Ну да, 86 сигнал. Хороший сигналчик был. Офигеть, вот это интересно. Сейчас почистим, посмотрим, что это мы с вами такое. О, гляньте-ка, тут кажется даже... Да слушайте, это вообще, по-моему, серебро. Ну да. Ну смотрите. Там, где поплавилось, там видно было белый металл. С этой стороны у нас какие-то фрукты, овощи и ушко. И фрагмент какого-то то ли герба, то ли чего-то похожего. Смотрите. Может, кто узнает, что это такое было? Я так честно не могу догадаться, то ли что-то геральдическое, то ли с мебели. Ну хотя мебель, какая мебель? Короче, что-то очень интересное. Ну вот, солнце село, а Женя только раскопался как следует. Так, а это у нас что такое? Смотрите-ка, по-моему, похоже на крышку от часов. Может, от пудреницы, не знаю. Для курительной трубки слишком большой размер. Да, возможно, это были карманные часы. Ну, а может, что-то другое. Пишите ваше мнение. М. В таких местах нужно искать очень внимательно. Железо. А, Сигнал такой сильный. 95-96. Надо же. Это кусок алюминия. Или кусок меди большой. Ой.
Ужасно трудно здесь копать. Это лопата, конечно, но вообще не для таких задач. Проклял уже все. Че? Во. Ё-моё. Слушайте, друзья мои, что-то мы интересное с вами подняли, а? Это ж... Это что у нас такое? Ха. Блин, у меня уже сердце колотится. И... Охренеть. Смотрите. Слушайте, ребята, это какой-то нацистский значок, причем целенький, гляньте. Вообще в идеальном сохранении. Что-то так, терабайт, арбайт. Что-то типа рабочий день, не знаю, или час. Так. 1935 год, смотрите. Еще до начала, в общем-то, войны. Но Гитлер уже был у власти. Ё-моё, вот это находочка. Тагдер Арбайт — это памятный значок, выпускавшийся в нацистской Германии. В Третьем рейхе 1 мая ежегодно официально отмечался Национальный день труда. Надо же, какое совпадение. У меня еще день рождения в этот день. Отсюда и название, короче. Выпускали значки с 33 по 39 год. Как правило, на них изображали орудия труда. Например, серп и молот, кстати. Тоже совпадение, конечно. А также мечи, свастику, колосья, пшеницы, надпись Тагдер Арбайт, ну и год. Ношение значков было символом лояльности к режиму. Думаю, кассу партии тоже пополняли, продавая эти значки населению. Сначала потрудился в день труда, потом еще и трудовой фенинг заплатил, чтобы выглядеть как все, кто любит фюрера и партию. Ну, классика любой диктатуры, в общем. Что тут сказать? Тагдер Арбайт? Так за работу? Вышел я на полянку с охотниками. И у меня здесь сигнальчик. Довольно неплохой. 86, 87. Может, серебро в этот раз попадется. Все-таки поглубже. Ну, конечно. Именно в этом месте должен был вот этот толстенный корень. Ну точно. Кажется, сигнал прямо из-под корня. Эй, ё-моё. Сколько раз уже такое было у меня. Хоть не глубоко. Где ж ты? А! Ну есть. Хе-хе-хе-хе-хе, монеточка. Попалась. Что-то зеленое. Ха-ха. А что ж это у нас такое-то, а? О! Блин. И тут свастика. Слушайте, ну развелось тут этих фрицев. Видать, все же место такое.
Прятались они тут или жили, бог его знает. Смотрите-ка, у нас здесь монетка-то интересная, а? С готической буковкой, то есть циферкой. 2 Рейхсфенинга. Какой там у нас год? 1939. Ну вот, война уже вовсю. Слушайте, ну сохранчик неплохой, а? Для такой-то монетки. Может даже очистить получится. Вот это ж место у меня попалось. Тут еще копать и копать, ребята. Монетки в хорошем сохране. Место классное, ребята, короче. Мусора мало, разве что вот такие вот железные артефакты попадаются. Ну и, конечно, гильзы. Куда уж без них-то. Тут им самое место. Друзья, многие из вас знают, что я уже 3 года живу не на родине, но коп не бросил, продолжаю развивать канал. Стараюсь улучшать качество, а на это нужны средства, сами понимаете. Оборудование для съемок, для поиска, топливо, чтобы доехать до места. Большое спасибо тем, кто помогает мне как спонсор в Ютубе или Патреоне. А кто не хочет никаких подписок, может помочь одноразово на ресурсе Buy Me Coffee. На нем можно купить для меня условную чашку кофе, причем сумму вы выбираете сами. А я пока коплю на новый металлоискатель и на прибор ночного видения, чтобы проводить поиски даже ночью. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Это просто пуля. Это я покажу в следующий раз. Продолжение следует. Спасибо за просмотр.